Друзья, приветствую вас! Утренний обзор. Давайте рассмотрим текущие события, куда дуют ветра и какие предполагаются движения по доллару, рублю, нефти, золоту, серебру и другим активам. Так, давайте начнем, наверное, с календарика. Сегодня Национальный банк Китая сохранил базовую кредитную ставку на уровне 3,85%. Но этот показатель, он мало на что влияет, потому что там все очень сильно зарегулировано. И если они планируют предпринимать какие-то действия, об этом в большинстве случаев либо становится известно заранее, либо какие-то события этому предшествуют, которые явно приведут к изменению ставки. Так, далее в 15:00 выступит Лагард. Соответственно, здесь ждем изменений и перетрясок по евро-доллару. Далее, в 15:30 число первичных заявок на получение пособий по безработице. Но мы с вами неоднократно смотрели, этот показатель, он неуклонно снижается. Но есть один момент. Дело в том, что этот показатель, он не является индикативом. Индикативом в том плане, который позволяет однозначно понять ситуацию. С моей точки зрения, наиболее показательный индикатив – это именно сам показатель безработицы. Потому что вот с этим можно играться и играться. Да, он снижается, но что-то есть вопросы к его снижению. Так, далее в 15:30 индекс производственной активности от ФРБ Филадельфия. Здесь прогнозируют то, что он будет меньше, чем предыдущее значение. Это, конечно, не очень хорошо, потому что это говорит о том, что на самом деле в производственной сфере восстановления не происходит так, как это должно происходить. Так, и в 4 часа международные резервы Центробанка России. То, что касается событий по России, это отчетность Киви, Черкизова, Мечел, Совет директоров Газпром и МТС. Так, друзья, сейчас на повестке дня самый главный вопрос, что будет с рынками. Упадем? Или все-таки это будет консолидация и в таком вялотекущем режиме продлится существование еще несколько месяцев. С моей точки зрения, мы уже подошли к такому уровню, откуда мы просто обязаны упасть. Но здесь возникает один вопрос. Сколько ФРС будет придерживаться политики, которую она сейчас ведет? Эта политика на данный момент показала свою нерезультативность. В общем-то, любое воздействие, связанное с изменением экстенсивной характеристики, а накачка денег в данном случае была экстенсивной характеристики, она в конечном счете привела к тому, к чему привела. Это рост инфляции издержек. Потому как никакого реального восстановления, кроме раздувания отдельных секторов, где возник дефицит из-за эпидемии, не произошло. По поводу крипты, вот здесь ситуация, с моей точки зрения, очень интересная. Потому что сейчас до конца этой недели решится вопрос. Вот это вот снижение, которое произошло, это что? Это возврат крипты на дно? Или это все-таки какое-то сдутие, после которого будет следовать дальнейший рост? Хотел здесь обратить внимание, независимо от того, как кто относится к криптовалюте, кто является криптоскептиком, кто является криптофанатом. Есть ряд очень интересных моментов, связанных с криптой, показывают, что не все так однозначно, что вот просто кто-то взял и создал крипту. Нет. Криптовалюты появились после финансового кризиса 2008 года. И, соответственно, это была технология, которая позволяла, как это изначально формулировалось, избежать кризисов и проблем, связанных с кризисом. По сути, то, что сейчас происходит, это своего рода тоже решение избавления от кризиса. Потому что крипта, она послужила новым способом абсорбции ликвидности. То есть она выбрала в себя ликвидность, которую напечатали, условно говоря, напечатали. Произошел рост крипты, дальше буквально за несколько дней, за неделю максимум произошел обвал, то есть закачанный триллион, там чуть больше, по-моему, $1 200 000 000, он по сути сгорел. То есть, что мы имеем? Мы имеем более или менее идеальное
идеальную печь для сжигания ликвидности. То есть, если там на рынках, допустим, масса всевозможных хедж-фондов, пенсионных фондов, они завязаны на рынке акций, облигаций, сырья, то здесь, ну, пока проникновение оно не столь велико. И поэтому можно сначала разогнать, потом резко спустить. И вот эти деньги, которые созданы и которые уже отработали свой ресурс в части создания роста, они будут таким образом утилизироваться. Идеальное средство для переплавки избыточной денежной массы. Так, друзья, давайте посмотрим криптовалюту. Ну, я, наверное, все-таки буду ориентироваться на доллар эфириум, потому что я все-таки все время занимался эфириумом, сколько себя помню. Биткоином практически вообще с ним не сталкивался, ну, в силу исторических обстоятельств. Смотрите, что у нас произошло. На текущий момент это дневной таймфрейм. По сути, все цели движения вниз, которые он должен был сделать, он их сделал даже с запасом. Что происходит сейчас? Сейчас на текущий момент есть определенная точка реверсии, так называемой, или инверсии. Но скорее, наверное, все-таки реверсия. Эта точка проходит в районе 1800-1850. Соответственно, если здесь возникает пробитие, то есть повторное движение вниз, то тогда в этой ситуации, как мне видится, эфириум и в целом крипта, она пойдет на дно, то есть к тем значениям, которые мы видели в 2019 году, в 2020 году. То есть она свою часть миссии в части сжигания избыточной денежной массы, можно сказать, выполнила. Если на этой неделе, ну, с моей точки зрения, видится именно такой временной горизонт, не произойдет вот этого движения, то, соответственно, она останется консолидироваться вот в этом диапазоне, и, возможно, потом летом, ближе к осени, будут еще задерги и попытки переписать максимум. Почему я сейчас говорю про крипту? Дело в том, что в последнее время крипта стала выступать как опережающий индикатор для всех остальных рынков. То есть сначала туда усиленно закачивают деньги, и, соответственно, оно падать начинает с опережением. И поэтому, если здесь будет наблюдаться уход из этой зоны, то есть пробой и возврат на это донышко, то наиболее вероятно, что в ближайшее время мировые рынки, они тоже начнут очень сильно проседать. Только вот эта штука, она с некоторым опережением работает, по крайней мере сейчас. Так, ну и все время, когда происходит какой-то стремительный рост чего-либо, сразу возникает масса мошенников, которые под всевозможными предлогами выманивают у людей деньги, там, или предлагают сверхвыгодные предложения, что вот переведите мне биткоин, я вам 10 верну завтра, или предлагают обучить делать миллионы. Ну, это неизбежно. Любой бум, любое движение, оно порождает флуктуации, которые выплескивают кучу всякого сброда, который обманывает людей. Так, друзья, но на самом деле, вот смотрите, многие сейчас задаются вопросом: sell in May and go away, и все, как бы игра завершилась, или еще какое-то время все это дело продолжится. Я думаю, с моей точки зрения, наиболее вероятный сценарий, что сейчас вот такого глобального падения рынки удержат. Но этого глобального падения не избежать. Как я неоднократно говорил, были две точки для риска. Это месяц апрель и это месяц конец сентября, ну октябрь 2021 года текущего. В апреле, по моему разумению, вот этот обвал должен был быть привязан к тому, когда заканчивается отчетный период. Отчетный период сместили на середину мая. И, кстати, как только наступила середина мая, сразу все начало проседать. Вот. При этом в апреле, как ни крути, сезон отчетности все-таки показал определенную позитивную динамику в американской экономике. Конечно, эта динамика, она была, с моей точки зрения, несколько спорной. Ну ладно, там циферки нарисовали, бог с ним. Вот. Поэтому, по моему убеждению, сейчас все-таки, наверное, какие-то действия предпримут и рынкам не дадут упасть. То есть, может быть, еще небольшая просадка будет, хотя было бы логично сейчас это все остановить. И вот этот ужас, весь трешак, его перенести на осень. Осенью сходятся многие векторы, которые
уже ну, будут действовать достаточно неотвратимо с моей точки зрения. Потом, вот смотрите, очень часто начинается, ну скажем так, какие-то события, какие-то изменения, какие-то пертурбации, но за ними стоят какие-то определенные глубинные факторы. В данном случае, с моей точки зрения, есть самый сильный вот этот невидимый фактор, по крайней мере, он периодически дает о себе знать, когда китайские компании вдруг перестают выплачивать по облигациям и рынок начинает трясти. Но в полном объеме этот фактор он себя не показал. Это так называемая скрытая задолженность у китайских компаний. Дело в том, что в Китае много денег тратится на различные так называемые инвест или национальные проекты. По сути, все это закапывание денег в землю. Но в каких-то странах подобные вещи реализуются для того, чтобы осуществить нецелевое развитие использования средств, которые на это выделяются. Возможно, в Китае тоже это происходит, потому что коррупция, она вечная, и в той или иной форме она есть везде. Но в Китае есть, ну как они полагают, более глубинный смысл в этих действиях. Они таким образом пытаются экономику разогнать. То есть они считают, что если они будут строить много-много различных инфраструктурных объектов, там городов, фабрик, которые пока, по крайней мере, пустуют, но в будущем там типа люди заселятся, производство начнет работать, и за счет этого экономический рост будет постоянно поддерживаться. На самом деле эта политика, которая проводится в Китае, она очень похожа к последней политике ФРС. То есть и там есть экстенсивное действие. То есть только ФРС оно деньгами экстенсивно стало заливать. А Китай, соответственно, он экстенсивно вкладывается в основные фонды, которые не приносят, и я думаю, скорее всего, не принесут никакой прибыли. В чем как бы отличие подобного освоения денег и создания проектов, вот допустим, стартапа какого-то коммерческого? Ну, вот решили вы на свой страх и риск взять кредит и построить, допустим, завод по выпуску полупроводников, но уже не 2,5 нанометра, а 0,5 нанометра. Вы рискуете, вы можете получить прибыль, а можете прогореть. Но в любом случае, даже если, не дай бог, вы прогораете, вы начинаете банкротство, распродаете активы, несете какие-то обязательства и так далее. А вот эти все инфраструктурные проекты, они никаких обязательств в дальнейшем не создают, деньги просто исчезают, и мало того, нарушается вообще как бы общая ситуация. Потому что земли или какие-то там анклавы, урочища, которые когда-то могли быть под что-то освоены, они уходят под какую-то бессмысленную застройку, ненужную. Ну, казалось бы, есть территория, и в другом месте можно найти. Но дело в том, что Китай тот же, он очень ограничен по земле. Там очень высокая концентрация населения, по большей части в южной части страны. И, соответственно, то есть там, если такие вещи делают, то, ну, как бы они еще ухудшают ситуацию и с наличием свободных земель и с экологией. Так что, друзья, не факт, что вот это вот снижение, которое мы сейчас наблюдаем, это просто какое-то действие ФРС или кто-то там загнал в крипту и эту крипту потом сдул. Возможно, происходит это отражение тех глубинных процессов, которые происходят в частности в Китае и которые в ближайшее время приведут к очень серьезному обвалу. Лично я очень скептически отношусь к Китаю, потому что любая страна, которая хочет позиционировать себя, ну, как каким-то центром политическим, экономическим, она в первую очередь должна создать идею, которая привлекательна для людей. Ничего более привлекательного, чем на текущий момент создал Запад, с моей точки зрения, не существует. И поскольку у Китая нет этой идеи, то здесь ну, просто идет какое-то развитие экстенсивное, причем оно более экстенсивное, чем в случае последних лет с Соединенными Штатами, а любое экстенсивное развитие и наращивание мощностей, оно приводит к кризису, причем весьма сокрушительному. Так, друзья, ну и переходя к графику китайский фондовый рынок, что мы наблюдаем? Сегодня мы наблюдаем все более или менее нормально. Он консолидируется вблизи сильного уровня 5180-5200.
И вот его нахождение в этом диапазоне 5150-5200, если он здесь еще поболтается несколько деньков, то вполне возможно даже отсюда будет пробитие 5200 и движение с целью 5350-370. Если событие развивается таким образом, то это позитив как для Китая, так и для мировых площадок, так и для России. Опять же, локальная игра, она не отменяет тех фундаментальных проблем, которые есть в Китае. Одно дело сегодня, завтра, послезавтра движение на графике, и другое дело тот хворост высушенный, который в нем накоплен. Так, друзья, ну вот вопросы, очень много вопросов по поводу магнита поступает. Пошла консолидация сильнейшая в рознице. То есть сливаются один ритейлер с другим в экстазе и ожидании больших прибылей. Но смотрите, я считаю, что процесс этот не негативный, потому что укрупнение оно приводит к тому, что возникает монополия либо олигополия, а это всегда взвинчивание цен при ухудшении качества. Это неизбежно. И поэтому те процессы, которые сейчас происходят, я думаю, они не улучшат общей картины, которая связана с монополизацией рынка России и вытекающих из этого большинства экономических проблем. На текущий момент, если рассматривать дневной график по магниту, то мы видим, что здесь пошло очень сильное, очень энергичное движение. И цель этого движения сходить на 5700. Критерий того, что это движение не будет реализовано, это откат от текущих значений и пробитие 5100-5050 вот этого диапазончика. Если такое происходит, то да, никакого роста не будет, все, идем ниже, ниже и ниже. Вот. Но на текущий момент, конечно, по магниту, с моей точки зрения, более вероятен, более логичен сценарий, это консолидация вот в этом диапазоне. Хотя тот потенциал движения наверх, который возник вот здесь, вот он пока себя не отработал в полном объеме. Так, друзья, далее S&P Futures на SFD на Futures. И как мы с вами видим, уровень 4080, он очень хорошо держит удар. Вот если этот уровень не будет устойчиво пробит на этой неделе, то весьма вероятно, что мы вернемся вот сюда, вот в эту консолидацию. Но на сегодня пока вроде все складывается позитивно. Сейчас идет поджатие к уровню 4120. Это поджатие, если оно будет пробито, реализуется движением с целью 4170. Если здесь возникает откатное движение и пробитие 4100, то мы сегодня пойдем тестировать вот эту пимпочку, которая на 4060. Опять же, если нет устойчивого пробития 4080, то все вот эти откаты будут выкупаться и движение наверх будет пытаться реализоваться. Так, друзья, далее золото. Золото. По золоту идет цикл движения сейчас. Цель 1886, мы о ней с вами говорили неоднократно. Ну и на текущий момент, что касается сегодняшнего дня, здесь определенным стопом выступает 1871 уровень и 1861. Если вот этот уровень не пробивается в результате отката, это вообще отлично. Это будет означать, что мы сегодня уже пойдем тестировать 1886. Если он пробивается, следующая точка остановки 1861. Да, по золоту возможен пробой 1861 и после этого попытка ухода вот сюда вот в район 1832. Но я думаю, такой сценарий на текущий момент не видится маловероятным. Скорее всего, либо мы вот здесь вот консолидируемся, либо идем вверх. Так, далее дневной график индекса доллара. Но смотрите, здесь вчера получили импульс. Вопрос в том, как этот импульс движения наверх будет реализован. Если за сегодняшний, завтрашний день вот это движение не получает развития, то мы остаемся вот в этом диапазоне и, возможно, пойдем даже пониже. То есть валюты будут укрепляться против доллара. Так, друзья, далее нефть наше все. Ну, 66.25, пока он не взят, все вот это баловство, его будут выкупать и гнать наверх. Как только 66.25 устойчиво падет,
вот тогда начнется яролаж. Тогда она будет сыпаться уровень за уровнем. Ну, 60 будет первая точка, которая может остановить. Если не остановит, то тут уже 56 там, и так далее. С другой стороны, я пока думаю, что все-таки нефть на текущих значениях какое-то время удержит, и она здесь будет торговаться. Плюс по нефти масса факторов, летний сезон, которые все-таки ее либо удержат, либо толкнут наверх. Появилась еще информация, по-моему, на Финансе или еще где-то опубликовали о том, что российские физические лица рекордную ставку на Роснефти сделали. Там, правда, не уточняется, это российские физические лица или российское физическое лицо. Вот. Но физическое лицо, которое делало ставку на Роснефть, оно до определенного момента очень успешно делало эти ставки, но в какой-то момент что-то пошло не так, и, видимо, оно надолго запомнило этот негативный опыт. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, у нас идет сейчас игра вот в этом диапазоне, в этой консолидации 74.1, 73.6. Устойчиво пробить и уйти вниз на укрепление рубля ему не дают. Поскольку мы уже достаточно долгое время находимся в этом диапазоне и его не пробиваем, то весьма вероятно, что сформируется импульс движения на 74.1. Если мы все-таки сегодня пробиваем вот это значение, но у нас здесь ключевой уровень это 73.5, то соответственно отсюда идет импульс движения, цель которого 73.1. Вопрос только в том, будет сегодня реализован вот этот пробой или не будет. С учетом того, что очень долго вот это движение происходит, я думаю, все-таки более вероятно движение в рамках вот этой консолидации. Друзья, ну в общем-то все, основные инструменты, основные идеи, мысли, которые я хотел сказать. Если что-то еще нужно посмотреть, акции не успел я, к сожалению, сейчас рассмотреть, я постараюсь тогда попозже в телеграм-канале, если у меня будет время, возможность ответить на ваши вопросы. Пишите в комментариях под видео, на что обратить внимание. Спасибо за внимание, до свидания.